Здравствуйте, дорогие мои творческие друзья! С вами Хио, и сегодня по вашим просьбам мы будем вязать крючком топик и плавки для кукол. Почти под каждым видео меня спрашивают, почему так мало подписчиков. А все потому, что целых 69% моих постоянных зрителей смотрят меня без подписки и даже часто пишут комментарий. Если вы смотрите мои видео не первый раз и вам нравится, то подписывайтесь, не стесняйтесь, ведь подписка – это лучшая благодарность ютуберу. А то, когда стараешься, а отдачи почти нет, как-то обидно. Итак, вязать я буду из вот таких тонких, так называемых обметочных ниток. И, конечно же, нужен крючок. У меня он 0,5 мм. Как всегда, основные элементы буду показывать на пряже покрупнее. Для топа набираю цепочку из 9 воздушных петель. Вытаскивая петли друг за дружкой. Делаю еще одну воздушную петлю подъема. И ввожу крючок, захватываю рабочую нить и вытаскиваю петлю. Провязываю сразу 2 петли на крючке. Это столбик без накида. Так провязываю столбики до 5-й петли, а в нее провязываю сразу 3 столбика. И до конца вяжу по одному столбику в каждую петлю. Количество петель и рядов может варьироваться в зависимости от плотности вязания, толщины ниток, размера крючка и, конечно же, от размеров куклы. Почаще прикладывайте детали к кукле и смело корректируйте количество в зависимости от ее форм. Получается вот такой уголок. В самом полотне топика можно сделать абсолютно любые чередования узоров. Например, во втором ряду я хочу провязать столбики с накидом. Для перехода на следующий ряд делаю 2 воздушные петли. Делаю накид из рабочей нити, ввожу крючок во вторую петлю и вытаскиваю нить. Провязываю сначала одну петлю с накидом, а потом 2 оставшиеся петли. Это и есть столбик с накидом. Так вяжу до центральной петли. И из нее вывязываю 3 столбика с накидом. Довязываю ряд до конца. Такой рубчик получается, если вязать не за 2 стенки петли, а только за одну. А для ажурных дырочек после столбика делаю одну воздушную петлю. Пропускаю одну петлю и провязываю следующий столбик. Не забываю про центральную прибавку. Так чередую до конца ряда.
произвольным чередованием рядов с столбиком без накида и рядов со столбиками с накидом провязываю примерно 3,5 см. У меня это заняло 16 рядов. Теперь буду провязывать боковые уголки. Начну с ряда столбиков без накида за заднюю стенку петли. Провязываю ряд, не довязав 2 столбиков до центра, а затем в центр провязываю 1 столбик. После этого переворачиваю полотно и вяжу в обратном направлении до конца. В следующем ряду также не довязываю 2 петли до центра. Так вяжу, пока не закончатся все петли. Провязываю те же самые ряды и с другой стороны. При этом 2 петли буду пропускать уже не в конце, а в начале ряда. Можно делать завязки уже на этом этапе. Но я хочу обвязать эти неровные края. Креплю нить к нижнему углу и провязываю столбики без накида через край. В конце делаю цепочку из воздушных петель для верхних завязок. Я сделала из 40 петель. Также обвязываю и другую сторону. Обвязку нижнего края начинаю с набора воздушных петель для одной стороны нижних завязок. У меня их 50. Затем продолжаю вязать по нижней линии. Также я хочу сделать ажурные дырочки. Начну ряд как раз с другой завязки. И топик готов. Для трусиков буду использовать не простой, а эластичный набор петель. Набираю 3 воздушные петли, потом ввожу крючок в самую первую и вытягиваю рабочую нить. Провязываю как столбик без накида. Затем ввожу крючок в предыдущую петлю. И также как столбик без накида. Так набираю 9 петель. Делаю соединительную петлю, чтобы перейти наверх. Затем 3 воздушные петли. И провязываю столбик с накидом. Но захватывать буду теперь не только одну дужку петли, но еще и перемычку за ней. Оставляю только косичку снизу. В следующем ряду буду делать прибавки в начале и в конце. Провязываю столбик с накидом сразу в первую петлю. Довязываю ряд обычными столбиками до последней петли и в нее провязываю 2 столбика с накидом. Так с прибавками провязываю до 27 петель, то есть всего 10 рядов.
конце делаю цепочку из 7 воздушных петель и оставляю небольшой хвостик. Креплю нить к самому началу вязания, с другой стороны от цепочки воздушных петель. Теперь буду вязать в другую сторону. Провязываю 3 ряда столбиков с накидом, а затем 5 рядов уже с прибавками. И также делаю цепочку из 7 воздушных петель. Соединяю петли с двух сторон. Делаю 3 воздушные для начала ряда. Провязываю столбики с накидом каждую петлю по кругу. Дойдя до начала ряда, делаю соединительную петлю и провязываю еще один такой ряд. И в последнем ряду провязываю ажурные дырочки. Также можно сделать аккуратную обвязку краев. И вот такой раздельный купальник у меня получился. Надеюсь, это видео вам понравилось и оно было для вас полезным. Ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал.